Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу мини-сумочку из трикотажной пряжи с клапаном. Сумка получается всего из одного мотка пряжи с декоративной брелком-кисточкой. Размер изделия 22 сантиметра, глубина порядка 15 сантиметров. По ходу видео я подробно покажу и расскажу, сколько набрать петель, как связать донышко, где сделать добавление. Покажу два способа соединения рядов. Один для донышка, другой для стенок. Возведем идеально ровные аккуратные стенки. Осуществим обвязку края. С помощью этой же обвязки пришьем клапан к полотну сумки. Изделие прекрасно смотрится с лица и с изнанки, но можно дополнить его подкладой. Сумка здорово смотрится из любого цвета пряжи. В моем случае я сочетала серую пряжу с черной фурнитурой и ремнем стропой. Все необходимые ссылки оставляю для вас в описании под этим роликом вместе с моим промокодом на скидку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Я приготовила моток трикотажной пряжи бисквит, мой цвет графит, в 100 метрах 330 грамм, крючок номер 6, а также клапан 19 на 15 сантиметров. Клапану я выбрала вот такой замочек, два разъемных кольца карабина и ремень стропа в тон клапана. Обращаю внимание, клапан и ремень черного цвета, а пряжа у меня серого цвета. Для того, чтобы нить ровно и аккуратно поступала в полотно и не была перекрученной, я подматываю клубок на опоре. Можно пользоваться корзиной-клубочницей. Ссылку на ее изготовление также оставляю в описании. Я оставляю небольшой запас нити, около 25 сантиметров. Накидываю нить на крючок, край перед работой. Подхватываю нить и формирую первую петлю. Далее провязываю цепочку из 13 воздушных петель. Пропускаю 13-ю петлю и в задние перемычки провязываю соединительные до конца ряда. Так как первую точку я пропустила, у меня 12 точек для провязывания. И последняя, 12-я соединительная. Узелок начала распускаю, чтобы не было уплотнения. Нить подтягиваю. Теперь провязываю одну воздушную. Эта петля будет вершиной поворота в следующем ряду. Далее нахожу первую кромочную косу ряда, в нее провязываю столбик без накида. С этого момента мне необходимо следить за подачей нити. Нить на пальце всегда скруткой вверх. В каждую следующую кромочную косу за обе дужки до конца ряда, точнее до поворота, я провязываю столбик без накида. Двенадцать столбиков провязано. На повороте за обе дужки кромочной косы петля находится на вершине поворота. В эту точку я провязываю 3 столбика без накида. Второй и сюда же 3. Повернула. Далее продолжаю также 12 точек провязывать столбик без накида за обе дужки кромочной косы до конца ряда и фактически до нового поворота. Завершаю ряд также добавлением в вершину поворота, провязывая 3 столбика без накида в одну точку. Второй
И третий провязываю не до конца. Вывожу высоту столбика, а завершаю его запасом нити. Вытягиваю нить и с помощью этого запаса буду соединять ряды. Пропускаю предыдущего ряда петлю, и вот первый столбик этого ряда, за ним кромочная коса, в которую я увожу это соединение, и возвращаю в исходную точку. Нить снова оказывается на изнанке. Готово. Далее с помощью рабочей нити продолжаю вязать. В первый столбик предыдущего ряда вставляю крючок в раскол, контролирую, чтобы он вошел в центр столбика и вышел тоже из центра столбика по изнанке. Первая петля и далее в раскол каждая следующая до поворота. Я на первом повороте второго ряда, и здесь у меня в одну точку провязано 3 столбика. В каждый из этих столбиков я провязываю еще 2 в раскол. Прокалываю первую петлю, контролирую выход крючка по изнанке. Первое добавление. Далее вторая петля, в нее тоже провязываю 2 столбика. Второе добавление и последняя петля поворота, в нее тоже добавление. В каждом ряду по 3 добавления на каждом повороте. Готово. Вяжу до следующего поворота. Здесь, завершая ряд, делаю добавление по аналогии с противоположной стороной. В каждую из 3 петель провязываю по 2. Второе добавление. И последнее, третье добавление. Последнюю петлю довязываю не до конца, завершаю ее отрезом нити. Вытягиваю и, подтягивая, делаю соединение. Первую и возвращаю в исходную наизнанку. Следующий ряд по аналогии. С помощью рабочей нити вставляю в раскол в первую петлю прошлого ряда. Первая петля. И так далее до поворота. Третий ряд последний по донышку, поэтому на повороте я делаю не 3 добавления, а 2 для более гармоничного перехода на стенки. Нахожу точки по повороту, равноудаленные друг от друга, вот через одну, и делаю первое добавление здесь. Далее провязываю петлю без добавления, это вершина поворота, и в следующую петлю снова провязываю 2, делая добавление. Готово. Далее без добавлений до следующего поворота, где снова только 2 добавления на повороте. Сейчас по периметру у меня 40 петель. Размер донышка 20 на 7,5 сантиметров. Я продолжаю вязать узором галочка в раскол, но уже без добавления. И таким образом перехожу на стенки. Край начала я ввязываю в полотно, так как в дальнейшем соединять ряды я буду другим способом. Вывожу первый столбик следующего ряда, слежу за подачей нити,
И продолжаю. Стенки изделия пойдут на рост. И таким образом будет плавный переход от дна к стенкам. Вяжу до конца ряда, где покажу, как соединяю ряды по стенкам. У меня провязан последний столбик первого ряда стенок, то есть без добавлений. Напоминаю, количество столбиков в круг 40. Их количество меняться уже не будет. Вставляю крючок в первую кромочную косу, увожу туда рабочую петлю, вытягиваю ее до необходимого размера для того, чтобы накинуть на все изделие. И подтягиваю рабочую нить до необходимого размера. Такое соединение по стенкам я буду выполнять из ряда в ряд. Оно очень удобно, и здесь я могу вводить крючок в любую петлю шагом 1. Вставляю крючок в петлю перед первой петлей следующего ряда, чтобы немного сдвинуть начало ряда. И далее вяжу следующий ряд в раскол. Соединяю ряды из ряда в ряд этим способом. Навязываю необходимую глубину изделия. Сейчас от момента донышка, от ряда с последними добавлениями, у меня провязано 12 рядов. В сантиметрах это порядка 13,5 сантиметров. Общая глубина изделия 17 сантиметров. Ширина 21-22 сантиметра. Итак, я уже наметила точки, к которым будет пришиваться клапан. По клапану у меня 14 отверстий. По полотну сумки 18 отверстий намечено. То есть 4 точки по сумке мне нужно пропустить при пришивании, чтобы все было ровно и аккуратно. Одновременно для удобства перехожу на крючок потоньше, чтобы он легко проходил в отверстие по фурнитуре. Удаляю маркер, вставляю крючок в точку перед маркером и подхватываю рабочую нить. Далее идет маркированная мною ранее точка, вставляю в клапан в эту точку, вытягиваю рабочую нить и соединительная. Далее поэтапно точка по полотну и точка по фурнитуре. Напоминаю, 4 точки по полотну необходимо пропустить примерно с одинаковым диапазоном. Вот 2 провязано, следующую точку по маркеру, следующую точку по полотну пропускаю. Это первая. Далее еще одна точка. И следующую точку по полотну снова пропускаю. 2 точки по полотну уже у меня пропущено. Далее провязываю 2 точки подряд без пропусков. Даже 3. И снова точку по полотну сумки пропускаю. Следующий стежок. Петли должны быть одного размера. Снова следующую точку по полотну сумки я пропускаю. Все, таким образом 4 точки пропущено. И ровно к маркированному отверстию по сумке у меня придется точка по фурнитуре. Последняя точка, удаляю маркер и соединительная. Далее продолжаю соединительный по кромке, делая обвязку по лицевой части сумочки.
до конца ряда. У меня последний соединительный стежок. Следующая точка, в которой начиналась обвязка. Отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю и делаю соединение. Вставляю крючок в первый стежок, увожу край туда и возвращаю в исходную точку, уводя и пряча по изнанке. Далее мне необходимо установить замок, но так как клапан у меня необычный, а имеет ручку, я отталкиваюсь от установки ручки в самой верхней точке, чтобы весь центр тяжести приходился на нее, и намечаю, куда станет нижняя часть замка. Сумочка получилась стильная и лаконичная. Остаток пряжи позволяет сделать брелок или какой-либо аксессуар. Ссылку на целый плейлист аксессуаров для вязаных сумок оставляю для вас в описании под этим роликом. Аккуратный завершенный вид. Пришит клапан швом обвязки. Прекрасным дополнением может служить подклада с кармашком, но и без нее изнанка имеет аккуратный и завершенный вид. За вами остается выбор цвета пряжи и фурнитуры. Здорово смотрится с фурнитурой в тон и яркой контрастной фурнитурой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!